Мы приехали на самую опасную канатную дорогу в Европе. Спустились мы, я скажу, когда смотришь вниз со смотровой площадки, жуть, аж вот так вот дух захватывает. Вдоль океана идет дорожка, и мы не знаем, что там. Сейчас идем посмотрим. Ну, оно такое какое-то самое необычное, самое дикое. И здесь просто вот стихия океана. Там дальше уже пошел маршрут, который на 8 километров. И мы, разумеется, туда не пойдем, потому что во-первых, Алиса, которая постоянно хочет кушать. И такая маленькая, и столько кушаешь. Это ж ужас. Я такой, значит, рожала. Я тебя такой рожала, да? Здесь такие валуны огромные на пляже лежат, смотри. Солнце вылезло, и так жарко стало мне в рубашке. Ух! Мы заглядываем через забор. Едем в Порто-Монеш, хотим поплавать. Вот, а все затянуто полностью, дождь моросит. Поехали. Мы въехали в Порто-Монеш, и вот здесь такая смотровая площадочка есть. Сейчас я вам покажу этот вид вниз. Мама, мы в бассейн приехали? Нет, мы еще не приехали в бассейны. Смотрите сюда. С этой точки открывается вид на весь поселок, на лавовые бассейны, на побережье, на домики. А еще здесь бегают сотни ящериц, это их обитель. И туристы, остановившиеся здесь, подкармливают их кто чем может. Кто-то хлеб оставляет, крошки они едят, они в принципе едят все подряд. В Порто-Монеш погода совсем другая, и тут солнечно, но немного ветрено. Как природа, да, создала. Это был вулкан, и вот его лава стекала и образовала вот такие натуральные бассейны природные. Людей достаточно много, много наблюдателей, которые не купаются, а стоят вот здесь вот так вот на парапетах и смотрят. Сегодня океан относительно спокойный, и волны вообще сюда не доходят. Видите, как тихо. Ого, какая у него серьезная аппаратура. Если встать лицом к океану, это правая часть. Вход здесь бесплатный, может прийти кто угодно. Лава, такие дикие участки. Это место более красивое, такое природное, натуральное. И, конечно же, мы решили пойти именно сюда. Спускаемся сейчас. Потом, после купания, покажу вам левую часть, там, где бассейны уже такие облагороженные. Вот входов много, народ оставляет вещи прямо на этой лаве, на камнях. Идем, может быть, сюда посмотрим? Нет, здесь уже вода, в воду заходит. Пока мы тут раздумывали, наш ребенок залез первый, да? Класс, хорошо, что жилет взяли. Ух ты. А здесь песочек. На дне песочек, я стою. Не, не надо. Вода очень классная, она теплая. Давай, давай. Как ты нырнешь жить? Ты что, ты воду не пьешь? Тая у нас мерзляк, ей вечно холодно. А я говорю, вода обалденная просто. У нас море черное не всегда так прогревается, как здесь. Здесь рыбки, Я иду. и Одно, крабики. да, рыбки и крабики. Алиса говорит, одно такое песчаное-песчаное прямо здесь в бассейне. И с песком. Ага, приятное. Да. Пока Тая в раздумьях, плавать ей или нет, мы с Алисой уже тут накупались, Алиса нанырялась. Нет, у меня не может. Нет, ты что, нет. Это правда, мам. Давай, я тебя отпущу. Опа. О, боже. Я тоже сейчас нырну. Ну и что? И где холодно? Дует очень ветер. Поплывем туда дальше. Там дальше проход, и можно пройти пешком, ногами. Ну скажи, что холодно опять. Очень. Да? Серьезно? Я сейчас нырну. Ты такой ныряльщик у нас, да? Сейчас я нырну. Ныряет.
Сейчас хочу отплыть по этому гроту туда, с той стороны. Там Алиса уже где-то побежала. Здесь вещи оставляют все, где хотят. И вот мы их вообще не видим. Немножко, конечно, стремновато. Там все документы, паспорта. Рыбки. Очень много рыбок разных, мелких. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself. Я научилась плавать. Ну, плавать ты еще не очень, конечно, научилась. А здесь мелко такой вообще участок. Мы зашли с другой стороны. Смешно, да, скажи? Да, я могу это еще один раз. Это из мультика из какого-то? Да, сейчас еще один раз скажу. Ура, что ты радуешься? Я туалете на гору закину. Можно прямо из скалата не подняться. Всё, это что, морковка заболела? Здесь вода теплее в этом месте. Дно такие каменюки, скользкие. Пару раз я, коленку уже бахнула себе. Кофта тая. Сейчас надо ж вылезти. Ой. Алиса наплавалась, сидит и наблюдает за рыбками. Здесь их такое большое количество. Вот здесь лесенка, и с этой стороны заходить более-менее удобно. Но скользко. Мы вместе с Алисой сказали. Вулканическая гряда целая. Мы выделили на порту Мониш один день, и я вам скажу так, мне мало. Мало. А здесь вот такой бассейн, и там форт. Здесь жилище, обитель ящериц. Повсюду. Нет, пожалуйста, мама, все тает. Дождь начинается. А вот облагороженная часть бассейнов с платным входом, с шезлонгами и с зонтиками. Снова начал дождь моросить. Погода нам позволила вдоволь наплаваться без дождя. Спасибо ей за это. А мы подумали, что пора перекусить. Мы пришли в ресторан, который находится прямо над этими бассейнами. Да, называется Океана Руфтоп. Мы ждем еду. Очень медленное обслуживание в этом ресторане. Но вид красивый. Это просто кресло, Алиса думала, качели. Мне очень нравится здесь. И если бы у нас было больше дней, я бы приехала сюда, в Порто Мониш, еще раз.
А пока мы сейчас пьем кофе, ужинаем. Можно сказать, что это уже ужин, потому что уже 4 часа вечера, начало 5-го. И будем возвращаться назад в наш Фуншал. У Таи там за спиной такой вид, вообще дикие скалы, дикая Мадейра, природа. Я с Алисой заказала на двоих ризотто со осьминогом. И такая интересная подача, да, с цветочком. Вообще, я такого еще не видела. И счет нам принесли, так интересно, 38 евро, 2 конфетки и визитка заведения. Вот хочу показать, видите, полоски такие на горе. Это серпантин, по которому мы сюда спускались. Сейчас будем подниматься назад на вот ту самую высокую точку, к смотровой площадке. Мадейра – это остров туннелей, проложенных сквозь горные породы. И вот даже островитяне используют такую поговорку: если вы не едете вверх и вниз, значит вы находитесь в туннеле. И это 100% правда. Скажу вам, что иногда здесь необходимо быть просто каким-то виртуозом вождения, чтобы припарковаться, потому что улочки настолько узкие и вертикальные, что неопытному водителю может быть довольно страшно. Поэтому всем рекомендую брать машину на автомате, не на механике.